Всем привет! Добро пожаловать обратно в челлендж «Выживаем на ферме». Как вы видите, наш Бенедикт в неплохом расположении духа, у него все начало наконец-то получаться, но хотя бы более-менее. Пока о чем-то больше невозможно говорить, но у нас были хорошие выходные, в которые у нас был первый урожай, который нам дал денег, достаточно денег, прилично так. Вот, сегодня, насколько я помню, нам нужно будет платить по счетам, и они немножко выросли. Я только что посмотрела, до этого они были до 1000, там 700-800, но, видимо, за счет того, что мы завели кур, мы завели корову, они выросли в 1500. В 1500. У нас пока что есть всего 800. В общем, нужно сегодня что-то сделать со своим садом, наверное, что-то продать. Молоко же мы можем теперь продавать. Ну, в общем, соберем все, что есть, и повезем в город на продажу для того, чтобы выкрутиться из этой ситуации. Потому что, я могу ошибаться, что в понедельник платится по счетам. Ну, короче, нам, конечно, если даже отключат свет и воду, отключат, и все. У нас их и так нету. Но на самом деле очень хочется включить обратно, потому что я немножко подзамучилась без воды и всего прочего, и мои симы тоже вообще не в восторге. Вот. А еще я обнаружила одну какую-то не очень справедливую вещь в том плане, что у нас же есть вот это теперь дополнение непылинки, и у нас теперь всегда везде появляется пыль. Ее можно убрать только за счет пылесоса. Его каждый раз нужно покупать, хотя бы маленький. То есть у нас даже веничка нету. Потому что мне кажется, что пылесос на участке без электричества не будет, работать. И что делать? Почему нету метелочки какой-нибудь, просто чтобы поубирать? Ну, в общем, не знаю. Ну, мы пока не можем этого купить. Насколько я знаю, можно просто пособирать эти клочья пыли и повыбрасывать их просто. Вот. У нас, кстати, тут еще стирка, у нас тут огород. Ну, короче, Бенедикт сейчас заделается отличным домовладельцем. Он постирает, поубирает, подоит коровку, которая уже, как видите, проснулась. Что он там? Вот наши дети, кстати, сейчас уже уходят на учебу. Поубирает за курочками. В общем, у него дело не в проворот. Вообще не в проворот. Сейчас я говорю, как раз дети уйдут. По-моему, наша Хлоя... Вот она. Она сейчас пойдет. Уйдет. Он, конечно, хочет кушать, и ему как-то хочется... Ага, это не он. Стоп. Вот его все хорошо. Давайте тогда начнем с... Оставить рядом. Нет, не оставить рядом. Зачем? И убрать. А это что? Использовать добавку для стирки. Сменить воду надо вообще-то. Да. Так, надо проверить холодильник. Так, давайте, пока он будет этим заниматься. Нам же нужно тут лед постоянно обновлять. У нас теперь есть продукты. О, вот, у нас нету льда. Так, а вот эти вот комочки пыли. У нас же как-то можно это все наступить, подружиться. Просто идти сюда. То есть вообще никак нельзя, да? Я так понимаю, без... Я слегка негодую по этому поводу. Что у нас, кстати, не расцветает. Хотя у нас вроде бы... у нас сегодня тучно. У нас лето и тучно. А что такое? Что у тебя не так? Что его расстроило? Все какое-то грязное. Да, все какое-то грязное, Потому что мы не можем убрать. Что нам делать вообще в этом случае? Ну, я просто... Так, собрать гулящих кур. Смотреть на облака. Отлично, это прям то, что нужно. Просто раньше, мне удавалось какие-то вот проверить уровень пыли. Ну, проверим. Какие-то вот кусочки пыли, взять, брать и в мусор выбрасывать это все. А здесь уже, видимо, комочки пыли... А кто? Вот курица к нам пришло. Здрасте. Так, уровень голода низкий. Внимание, обычный питомец, обычное яйцо. Нам, кстати, еще надо бы, конечно... Мы не можем убрать. Ладно. Я не буду расстраиваться. Так, пока у нас счетов нету. Но я хотела посмотреть. Смотрите, 1500, вы понимаете? 1500. Это какой-то кошмар. Налоговые льготы и штрафы без... у нас какие-то скидка за дом без удобств. Отлично. Налог на участок учитывает стоимость всех объектов на участке и стоимость самого участка. За корову нам накинули 500 симолеонов. Вы представляете? Так, здесь мы разобрались. Надо бы, конечно, наверное, еще постирать, но у нас тут вроде не так. Давайте покопаемся.
Нас это выручило уже не раз. Так, наверное, животинками сначала надо заняться. Да, наша коровка. Ой, смотрите, что у нее тут. Очень низкий уровень счастья, гигиены, голода. Все плохо, короче. Так, давайте кормить, доить. Нет. А почистить же можно? Вот, помыть. Отправить внутрь. А потом нам нужно что? Обменять? Нет. Обменять это, по-моему, на мясо, да? Ингредиенты, симиллионы, 200 симиллионов. На лакомство для животных. Обменять на лакомство для животных. Мне кажется, это как-то вообще... Нам нужно пообщаться. А вот и пообщаться, испугать. Нет, обними и погладь, пожалуйста. У нее какой-то уровень счастья не очень хороший. Покорми и подай. Так, ну сначала покопайся. Я хочу, на самом деле, вот этот же заборчик сделать и вот здесь, в надежде на то, что... А кто у нас там спит? У нас цыпленок спит, я так и поняла. Через сколько он вырастет, интересно? Он же вырастет, он же должен вырасти. Короче, ограничить, чтобы они не шастали по дому там, потому что, мне кажется, они там все обгадят. Простите, конечно, за подробности, но они так... Один куб будущего от компании, презрение... Что? То есть не деньги? Не деньги? И что это? Что это вообще такое? Спросить про научные тайны, спросить про духов, про будущее, о личной жизни. Лично, а сколько ты... 325, серьезно? Слушайте, ну шикарно. Но мы пока не будем продавать, если нам не будет прям сильно хватать денег. Я теперь знаю, что мы можем продать. Ну, по крайней мере. На чем мы можем быстро... То есть на чем мы можем быстро подзаработать. Единственное, что меня смущает в этих коровах, это их гигантские глаза. На самом деле у коров не такие большие глаза. Ну вот честно, я видела очень много, очень разных. Почта доставлена, отлично. Очень много, очень разных. Они, кстати, очень умные, они сами доходят обратно после выгула стада. А нет, оплата счета 750. Отлично. Слушайте, мы можем заплатить. Но мы как бы останемся, конечно, без денег. Но все равно это прям мощно. Так, а что у нас тут? Рассыпать корм, назвать курятник. О, вот, можно собрать же яйца. Они там общаются. Вроде хорошо все, да, уже? Да, высокий. Все отлично. Хорошая. Да, ты... Погладил, пообщался, отлично. Теперь можно и подоить. А, сначала покормить надо. Нет, доить. Уже доить. Так, сейчас он как раз додоит корову и займется курятником. Кто нам, интересно, звонит? И можно действие. А что, на что их можно? На ингредиенты, лакомство, мясо тоже можно. Кошмар какой. Создать лакомство в холодильнике. Какое мы можем? Дружеское, любой фрукт или овощ. А что он даст, интересно? Улучшает отношения. А, нам не надо это. Мы скоро будем, надеюсь, экспериментировать с... С чем мы будем экспериментировать? С разными добавками. Чтобы у нас разные были. Молоко, что можно шоколадное какое-то еще. Ну, то есть вариации молока. У нас, кстати, уже 12 бутылок молока. Наверное, не... Ой, у нас один день. Слушайте, блин, я забыла, что надо их в холодильник было положить. А яйца где? Подождите, стоп. Сколько он яиц собрал? Собираю 2 яйца из курятника. Особые яйца 0, инкубационный. Ну да, у нас же нету петуха. А где они? Где? Ладно. Я забыла, что молоко надо было положить в холодильник. Вот в чем. Бедулина. Так, у нас тут вроде что-то заколосилось. Давайте тогда прополоть. Полить мы тогда. А, не надо что, изучать. Только полоть надо, да? И от жуков избавиться. Так, а нет, тут что-то можно полить. И средства от жуков. Вот эти новые растения, они, конечно, очень страдают от жуков. Просто какой-то кошмарик. В общем, оказалось, что урожая вообще практически нету, нечего было собирать, но все-таки у нас есть молоко, поэтому я все-таки решила приехать в город, что-нибудь продать, потому что я посмотрела, самый дешевый пылесос стоит 187 миллионов, у нас пока что 160, и нам очень сильно нужна раковина возле душа, поэтому, в общем, деньги нам нужны. А еще я думала всякие добавочки купить, но сейчас посмотрим, сколько мы сможем выручить. Сейчас наша барышня как раз пришла. Видите, он у нас напряженный, тепленькая водица.
В общем, мне не нравится им эта жизнь без удобств, если честно, вообще категорически. Поэтому нужно срочно покупать разрешение, оно стоит 10 тысяч. Это сумасшедшие, конечно, деньги, но парочку хороших урожаев проданных, мне кажется, это мы за это накопим. Но нам нужно еще в это время что-то кушать, еще вот что-то докупать. Также я хочу купить ламу, потому что, ну, вроде как шерсть неплохо стоит. Так, у нас маргаритка какая-то была. Так, тунца что, мы продаем, наверное? Яйца мы оставляем. Слушайте, общая сумма 336. Неплохо. На пылесос и раковину нам должно хватить, на самом деле. Так, у нас целых 500, ровненько 500, слушайте, такое редко бывает. Давайте посмотрим, что у нас по кормам и добавкам. Если честно, хотя бы просто прицениться, посмотреть, что они дают. Я думаю, ну какое-то есть описание там. И сколько они стоят, вообще стоят ли они того. Хотя я думаю, что для растений они того стоят. Так, кокетливое лакомство, сладкое лакомство из клубничного варенья и сахара для любимых животных повышает вероятность получения инкубационных яиц. Ага, это у нас потом. Так, берем. Будут давать оранжевые яйца, молоко со вкусом пряной тыквы и оранжевую шерсть. Это вроде как дороже. Слушайте, вот они 50, 60, 30. Вот шерсть ламы белого цвета, шерсть ламы розового цвета. Бежевого и белого цвета одинаково стоит, а розового 40 стоит. Ладно. Праздничное общение. Так, неинтересно. Пока что неинтересно. Так, добавьте салат латук. Повышает продолжительность жизни животного. Это тоже хорошо. Овощное лакомство у нас создает идеальное... Что, идеально подойдет для тех, кто страдает от непринципа. Это неинтересно. Тыква. Оранжевый. И все, что ли? Серьезно? А что-то как-то... А что-то у нас как-то все так... У нас, кстати, там еще задание висит. Блин, я забыла. Ну, грибов нету. Вот, сырой гриб. Съедобный дикий гриб зеленого цвета повышает внимание тех, кто его съест. У нас какие-то там грибы. Давайте 2 штучки купим. Его только один есть. Ясно. Шоколадная ягода. Мне кажется, мы ее посадили. Ягоды бузины, игривости, малины. Мне кажется, малину тоже мы посадили. Давайте еще одну купим. Черника. Давайте еще чернику купим. Так, что у нас тут еще есть? Я же там вышивки какие-то делала. По-моему, я их выставила на Продавито. Мне кажется. Я могу ошибаться. Надо заглянуть в багаж девочки, Хлои нашей. Волчий корень. Этот цветок ничем не примечательным в сыром виде, но если использовать его в еде, ночные жители наверняка оценят его вкус. Отлично. В общем, как бы и все. Как-то маловато. Слушайте, а если в этой лавке посмотреть, что здесь есть? Они же должны отличаться. Да? Это же 2 разные лавки. Они специально их 2 для того, чтобы у нас был хоть какой-то выбор. Что там дети... Да. Ну, я скоро вернусь. Детки мои. Потерпите пока. Давайте посмотрим, что здесь есть. Здесь есть авокадо. Так, здесь есть книжки. Здесь есть рыба. Угревидная зубатка. Интересно, а если купить рыбу и запустить ее? Мне даже интересно. Конечно. Давайте одну хотя бы купим. Что у нас тут? Форель. Давайте форель купим. Попробуем. Сработает или нет. Так, груша, клубника, кокос, светящаяся сфера, шоколадная ягода, ягода малин. Так, что у нас здесь? Бутылка молока, маленькая тыква, арбуз, мука, оранжевое яйцо. Вот, оранжевое яйцо стоит дороже, потому что белое стоит 10. У нас пока не так много куш, чтобы кормить специальной едой. И шоколадное молоко. А сколько? Мы продавали по 22, это 15. Ну, короче, должно быть, да, дороже. Так, в итоге мы покупаем одну... Что мы одну покупаем-то? Одну рыбу. Одну рыбину и все, что ли? Серьезно? Давайте заглянем. Где-то же у нас должен быть... Вот, простая просьба. Нам принести милые и острые грибы. Мне кажется, мы никогда в жизни не сможем выполнить это. А это вообще зеленый. Сырой гриб. Короче, не угадали. У нас тут есть еще в запасе вот эта штуковина. Я думаю, что мы сейчас ее продадим. Так, учитывая, что дети уже пришли с этого... Что, пойти все-таки порыбачить или нет? Ладно, у нас же есть одна рыбка. Попробуем ее запустить. Ну, если повезет, то это хороший способ, чтобы у нас в нашем домашнем пруду
были очень крутые. Дорогие рыбы. Вот, ладно, давайте поедем домой, потому что не хочется, чтобы дети там одни куковали. Похоже, наши детки немножко недовольны сложившейся ситуацией, хотя, конечно, их можно понять, потому что после элитной городской школы они теперь вынуждены ходить в сельскую школу, обычную, самую обычную. Я думаю, что как-то немножко на них это сказалось, и это расстраивает вся ситуация. Как видите, они с не очень довольными лицами, да и жить приходится в пыли, в грязи, с коровой, в старом доме, где нету водопровода, и канализации, и света нету. В общем, не очень как-то им весело, и, как видите, они не очень довольны этим положением, видимо. Вот. А наш Бенедикт вполне себе нормально. Он единственный, кому, по-моему, по приколу стало здесь жить. Ему здесь вообще нравится, и он всем доволен. Ну, кроме как грязной обстановкой, но мы же подзаработали денег, поэтому мы можем купить пылесос, наконец-то, и раковину, что очень сильно нужно. Так что сейчас этим займемся. И надо, кстати, заняться детками нашими. А еще надо заняться нашими детками, потому что пока я тут решала вопросы о том, как всех накормить, наши дети, по-моему, не очень сильно занимались своей учебой. Вот. Давайте попросим его посадить. Что-то мы там купили. Вот. Будем это сажать. Надо ж рыбу запустить. Слушайте, стоп. Во-первых, я хочу продать вот эту штуковину, потому что нам нужны деньги. Раз мы ее нашли, нам нужно яйца положить в холодильник. Типа... Кстати, когда я... Так. А что это за сборище у нас тут, а? Вот расскажите мне, пожалуйста, что это такое? Это лиса хочет утянуть нашу курицу, но какой-то такой несчастный взгляд. Мне кажется, курица сейчас побьет эту лису. Так, я отвлеклась. Поднимем стенки. Я не люблю, когда они туда-сюда тусуются. Во-первых, нужно положить яйца, чтобы они не пропали. Что у нас тут? Ой, у нас тут тарелочки. Тарелочки. Лишние. Вы мне, кстати, посоветовали, что... Ну, как бы, рассказали о том, что можно готовить несколько порций еды, просто нужно, чтобы было больше ингредиентов. Я к вам прислушиваюсь. Спасибо вам большое. Рассказывайте дальше, советуйте дальше, потому что я пока вообще не знаю, как это все работает. Я специально тут ничего такого не читаю. О, можно форель. Слушайте, у нас теперь тунец и форель. Это очень дорогая рыба, ну, более-менее. Ну, дороже, чем корюшка и окунь, на самом деле. Ну, тунец, по-моему, самый дорогой. Ну, короче, можно разнообразную рыбу покупать. Эти детки такие смешные, такие маленькие. Вот, можно покупать рыбу и высаживать. Ну, в смысле, запускать в наш пруд. Так, сначала ты уберешь, потом ты посадишь, а потом ты сходишь в душ. Это твой план на ближайшее времечко. А потом, наверное, будешь пылесосить. Дальше, детки. Ой, как у вас все плохо-то, а? Напряженное до предела. Кстати, я хотела здесь посмотреть. Да, на человечке небольшой обруч. Великолепное качество. Нет предложений. Срок действия до четверга. То же самое. Нормальное качество. А я не помню, при вот таких действиях повышается, этот досуг. Я не помню. Давайте попробуем. Где эта штука? Вот она. Пока у нас есть деньги. Вышивание про фразы и талисманы. Ух ты ж, прикольно. Небольшой обруч, давай. Удача стучится в дверь. Небольшой обруч. Ну, давайте. Мне даже второй уровень. Но он быстро покачался, на самом деле. Мне прямо интересно, что вот тут происходит. Вот эти курицы. Вот эти курицы. Так. Давай ты, наверное, почитаешь. Потому что я не знаю, как его развлекать иначе, если честно. Читай. Первый единорог. А у нас... А что он схватил вязание, интересно? Он может вязать? Слушайте, он может вязать? Связать одежду для животных? Серьезно? Кепка и шарф в коричневых... А для кого? Ого. Просто ого. Шерсть ламы. А, это для курицы. Смешно. А это сильно дорого. Давайте кепку. Слушайте, он тут уже это... А что он не выставил на продавито? А, продать? Можно так. Подарить. Можно одеть. А можно одеть, да? Бам-бам-бам. Одеть? Можно одеть курицу. У нас будет курица в кепке. А что у нас с курицей? Очень низкий уровень счастья. Уровень голода высокий. И покорми, пожалуйста, курицу.
И, не знаю, пообщайся с ней. Обсуждать мимимишность цыплят, как это мило. Давай тогда не читай, а занимайся этим. Этим. А это кто? У нас тут кроличек. Хороший такой. Так, где-то у нас должен быть... Вот. Масюська наша. А у него все хорошо, но все равно, наверное, нужно его покормить и поговорить. Может, он заодно развлечется. Давайте запускаемся. Что у нас опять там? Мне показалось, что он спит стоя. Это ж цыпленок. Я хотела... Стоп. Мне интересно было, что там происходит в комнате. Я все пропустила, да? Нет, да. И что? Она просто ушла, цокая по полу. И все. Странно это как-то все, если честно. Ой, сейчас будут переодевашки. Сейчас будет модный приговор у курицы. Давайте посмотрим. И что нам скажет Александр Васильев? Похоже, она не очень рада. Это очаровательно. Мне кажется, это хорошо подчеркивает цвет глаз нашей курицы. И она за стулом спряталась. Я потерялась. Он прям здесь рассыпал ей корм. Что-то ей не понравилось. Про мимимишность вообще. Ясно. Ну, делай домашнее задание. А слушайте, как-то все не очень. Ладно, потом еще свяжи что-то. У нас теперь курица в кепке. Это так. Вообще. Не знаю, это меня очень веселит. О, так. Стоп, что мы тут за все платим? За что мы платим? Что она не в восторге от всего происходящего? Ну, да, есть такое, есть. Что ты? Вышивать крестиком. Но оно вроде должно как-то повысить немножко. Должно. Слушайте, а что у нас там вообще с... Так, давайте, работайте все. Я хотела посмотреть, что у нас тут. У нас есть, например, помидоры. Что у нас здесь? Виноградная лоза. Томатный куст. Хорошо. Что у нас здесь? Соевое растение. Здесь болгарский перец. Лук. Малина. Что это? Куст базилика. То нам есть-то что-то надо. Клубничный куст. А это вот это бесконечное тару или таро. Таро, наверное. Что здесь у нас? Авокадо. Мы посадили авокадо. Я уже забыла. Морковка. Тут, по-моему, одна морковка. Черешневое и грушевое дерево, да? Так, он пошел кушать. Ну, правильно, пошел. Пошел кушать. Шутки и забавы. Да, я знаю. Сейчас мы сходим, купим. В общем, купила я ему вот такой вот милый пылесосик, на самом деле. Нет, мне все-таки не кажется, это не может. Ну, в смысле, они, видимо, пыльвые какие-то штуки. В общем, давайте в багаж ему добавим. Вот как раз закончишь. И давай пылесось. Так. А что, нельзя пылесосить вокруг? Вот. Как бы, и все, вот на участке без удобств ты помирай тут в пыли. Вот ничего не сделаешь. Нету веничка, нету. Вот что это такое? Вот они теперь вынуждены в этой пыльной обстановке жить. Ну, зато у них курица смешная. Я немножечко, мягко говоря, зла на этот момент. Еще я наконец-то купила им раковину, вот такое вот зеркальце удобненькое, где они могут утром чистить зубки. Прямо на улице, да. Я надеюсь, до зимы мы что-то с этим сделаем. Хотела сказать, до зимы мы все успеем, но сейчас уже лето, которое скоро заканчивается. Нет, оно только началось, но все равно. Я хотела вас подключить немножечко позже, но тут случилось чудо. Мне сообщили о том, что наш, хотела сказать птенчик, но кто? Наша маленькая курочка выросла. Вы посмотрите, в кого она превратилась. В черную шикарную курицу. Вот. И у нас теперь еще, кстати, есть беленькая. Ну, она такая осталась, боже, такая смешная, в этой одежке. И у нас есть теперь еще и рыжая. Я ее купила, собственно говоря. У нас теперь 3 полноценные курицы, поэтому они нам будут по 2 яйца нести. Ну, неплохо. В общем, вот так вот все у нас хорошо. Наш народ собирается, на самом деле. Я хотела тут с вами поговорить.
потому что я, на самом деле, предыдущую часть снимала уже давно, и я сейчас снимаю через паузу, потому что вышли первые серии, вы мне много чего насоветовали, спасибо большое, не перестану об этом говорить, потому что советы очень-очень дельные. Вот, но мне посоветовали по поводу количества ингредиентов, что нужно немножко больше овощей, тогда будет больше порций, и что нужно обязательно подружиться с зайчиками, птичками, потому что они очень сильно помогают. Я, правда, не понимаю, как это мне все делать, потому что вот сейчас я понимаю, вот смотрите, это наш огород. С него надо и кормиться, и продавать, чтобы какие-то другие вещи делать. В прошлой части, ну вот, которая была через мгновение для вас, мы обнаружили, что даже пропылесосить невозможно, поэтому очень сильно нужно подключить электроэнергию. Для этого нужно 10 тысяч. А где, блин, их взять, этих 10 тысяч, и кормить при этом детей, вообще кормить своих симов, я пока не очень понимаю. Плюс я составила список того, что что у нас есть в огороде, что мы можем сажать и рассаживать, потому что я уже поняла, что полностью все почастую продавать это неправильно. Нужно просто, получать первый урожай, покупать один фрукт или овощ, потом вот рассаживать его постепенно, увеличивать грядки. Скорее всего, мы потом еще увеличим количество грядок. Если мы потом привлечем еще кроликов, там, птичек, я вообще не знаю, как они помогают, но, блин, если это так, это просто круто, безумно. Нам надо как-то с ними еще познакомиться. Как с ними знакомиться? Я не понимаю, какое количество продавать овощей, какое оставлять. Что вообще с этим делать? Я не знаю. Этот челлендж — это просто какая-то жесть. Я не знаю, это первый, наверное, челлендж, который я просто бессильна. Я не понимаю, как жить дальше, как из этого всего выкарабкиваться, потому что мои симы сейчас, на самом деле, в ужасном состоянии. Все, я их запустила, сейчас они пойдут на учебу, дети, а Бенедикт как-то будет со всем этим разгребаться, на самом деле, потому что надо будет, скорее всего, корову почистить, помыть, покормить всех наших куриц и так далее. В общем, я же говорю, работы много, прибыли мало, кормить надо, выращивать все надо, продавать что-то нужно. Какая смешная белая курица, я не могу, она просто... Она мой фаворит. А еще я хочу закрыть этих куриц все-таки в какое-то ограниченное количество, в смысле, загончик им сделать, потому что они вот это вот ходят. Надо дверь закрыть хотя бы для них в основную комнату, потому что это кошмар, конечно. Вот почему они не поклюют вот тех вот насекомых, например? Кстати, птички, наверное, насекомых съедают, слушайте, это же логично. Дети ушли на учебу, Бенедикт немножко привел себя в порядок, он тоже бодренький такой, хотя ему не хватает общения, сейчас он на самом деле с коровкой, скорее всего, пообщается, потому что, видите, оттуда запашочек идет. В общем, сейчас мы ему найдем дела. Может быть, кстати, на фоне того, что у него низкое общение, мы сейчас познакомимся с кроликом. Вот. Так что давайте, у нас тут много-много дел. Наверное, пока корова спит, тогда займемся садом. Потому что с садом тут, конечно, кошмар. Полить все от жуков и прополоть. Прополим. У нас хотя бы уже действует наш что это за сияние такое у нас странное? Ой, как из хлеба. Воняет. Это, наверное, из хлеба у нас такие. Надо, кстати, остальных куриц нарядить. У нас же там есть еще 2 наряда. Я не могу. В этом что-то есть. Так, нам надо еще как раз эти яйца пособирать. И высматриваем кролика теперь. Что уж, теперь уж. А где наши детки, кстати? Толстопятка. Нет, я не хочу с вами общаться. У меня... нет, не хочу. У меня много дел. Я отец большого семейства. А у меня тут дел не впроворот. Наш дом, конечно, выглядит просто максимально отвратительно. Это ужасно. Эти пылевые кролики. У нас вот, кстати, еще поломалось У нас нет продуктов, кстати. У нас что-то случилось с последними кусочками сыра, и они, я так понимаю, пропали. Но если я правильно понимаю, за счет того, что у нас есть молоко, мы можем делать сыр. Да, у нас пропал сыр. Еще он голодный почему-то. Ну, вот сейчас все доделаешь, тогда ты заслужишь. Подоишь корову, соберешь яйца, молоко, и тогда ты сможешь только покушать. Ну что, у нас нету пока ни одного. То у нас полно кроликов, то когда они нужны, их, конечно же, нет. А наша корова все спит. 11 часов дня она все спит. У нас корова сова. У нас курицы жаворонки, а корова сова. Так, давай тебя приостановим. В общем, у него в целом все хорошо. Ему только не нравится, что у него общения нету. И кушать он хочет. Ну, сейчас мы этим займемся.
В общем, пока тут Бенедикт убирал, мы разбудили корову, почистили ее еще, ну, даже не додоили. В принципе, уже дети пришли, вы представляете, уже 3 часа. А кроликов, кстати, у нас так и не было. Я знаю, что можно съездить отдельно, там пенечек есть, постучать, там что-то поделать. Но я надеялась, что мы обойдемся без поездки, потому что у нас нету ни времени, ни сил на это дело. Но, кстати, наши дети стали лучше учиться. Вот, надо... А что со старшей? Все плохо, все вообще максимально плохо. Жажда внимания. Надо сначала набрать воды, потому что, чтобы сходить в душ, нам нужно сначала набрать воды. Так, принять быстрый душ. Душ. Вот. И что-то будем делать. Малой тоже как-то вообще не в восторге от сложившихся обстоятельств. Я их прекрасно понимаю. У нас, кстати, дома вообще такой бардак. У нас грязно, ужасно. Я им сочувствую. Ну, ничего, я не могу ничего поделать, потому что для всего нужна электроэнергия. Для этого нам нужно 10 тысяч, а у нас 27 миллионов. И несколько бутылочек молока. И все. Как бы. И я ничего не могу сделать. Ну, то есть у нас еще нет урожая, ничего сверху мы не можем. У нас, кстати, какое-то лакомство даже. Мы в сарайчике. Удобрения, пожизненные соки. Хотите сильно улучшить свои растения? О, давайте на что-нибудь. Я же вроде обработала жуков-то, а? Мы же сможем их дороже продать. Вот, на тыкву. Удобрения купить? Нет. Использовать удобрения. Мы же можем, да? Вот. Отлично. Наше одно, да? 137 миллионов это было. Обалдеть. Так, короче, у нас есть рыбка. Форель одна. 2 яйца. 2 яйца, кстати, в холодильнике. А молока так и нету. А чё он не подоил корову-то? Чё он подорвался и не подоил корову? Я не поняла. Нам нужно это молоко, потому что мне нужно сделать... как его называют? Сыр. Ну вот видите, беда не приходит никогда одна. Я уже просто мечтаю, когда в конце этого челленджа у нас будет большой красивый дом, большой красивый огород, несколько коров, и все будет отлично. Но пока у нас сломанный кран, грязная, пыльная обстановка, дети уставшие, замученные жизнью и пылевые кролики. Но когда-то же это исправится, правда? Я в это верю. Давай же дотравливай своих жуков. Ты же вроде это сегодня делали, мне кажется. Давай. У нас вырастет гигантская тыква, гигантская. Мы ее продадим за сумасшедшие деньги. Правда же, правда? Слушайте, ну нет, ну вот помните, в предыдущих сериях постоянно были кролики, каждый день лиса-кролик, лиса-кролик. А тут нет. Вот что это такое? Слушайте, надо еще в карманах покопаться. Вот тут. А, нельзя. Мы уже проверяли. Угу. Мы это уже проходили, блин. Так, давайте быстро починим кран. А куда ты, мадам, пошла? Она пошла пообщаться с папой, что-то ему рассказать. У нас, кстати, ничего не продается, короче. Давайте это тоже, кстати, возобновить. А, это возобновить надо. Папашка бежит готовить своим деткам. Потому что они голодные, уставшие. Так, мы же можем сыр приготовить, правда же? Давайте проверим. У нас же есть сейчас молоко. Приготовление. Готовить без удобств. Что, если мы сейчас ничего не сможем... Мы ничего не сможем приготовить, да? Вообще? Серьезно? Почему мы сыр не можем? Мы же только что... Мы подоили корову. Вы что, издеваетесь? У нас так и нету молока. Так. У нас корова, которая не дает молоко? Или как? Я немножко не понимаю что-то в этой жизни. Если что, сейчас он наловит рыбы, потому что в нашем участке теперь хорошая рыба. Я спокойна, я не нервничаю.
мне удастся носиться там курица на заднем плане. Давай же быстрее иди, я понимаю, что у тебя своенравная дойка коровы, молоко, я сейчас заплачу. Шикарно, то есть он не смог подоить корову. Нам нужно это, блин, молоко, ну слушайте. Хорошо, что уровень механики повышен. Давай, иди, дай корову. Иди. Пора уже, кстати, менять походку, потому что эта походка была для прошлой жизни. Так, позови, пожалуйста, сначала корову. Сейчас мы проверим, как ты будешь общаться с коровой. Так, отстань. Так, хорошо. Пообщайся с ней, пожалуйста. Обними. Погладь. Да, я знаю, что ты голодный. Все уже голодные и уставшие. Если ты не подоишь корову, мы так и останемся. Да. Стоит, что-то там размышляет о своем. О садоводстве. Давай, обнимай коровку. Вот, видишь, все хорошо. Вы подружились с ней. Все прекрасно. Ага, видишь, все отлично. И подой ее, подой. Перед этим все было хорошо. Мы доили корову, у нас все было отлично. Что сегодня за день такой? Вот что это такое? Ну, я жду. Так. Табуреточка. Так. И я не понимаю, что происходит. 6 бутылок молока. Ну, наконец-то. То есть надо было прям над душой стоять. Вот серьезно. Мы получили целых 6 бутылок молока. Ну, чего нам это стоило? Вот честно. Давайте готовить быстрый сыр и кушать. Потому что даже я уже устала от этого дела. Ну, вы уже поняли мое настроение относительно этого челленджа. Я немножко не того, не этого. Да, малой, сходи-ка ты помойся. У нас грязная обстановка, он хочет кушать. Они что, с сестрой должны были пообщаться. Еще и душ сломался, ну серьезно. Это засада. Это полнейшая засада, я считаю. О, они тут встретились. Я предлагаю эту серию на этом закончить. Потому что зайчика мы так и не встретили. Я надеялась, что мы встретим. В общем, пока как-то никак не налаживается наша жизнь. Я не знаю, что мне дальше делать. Наверное, я поиграю сама пару дней. Надо хотя бы еще вот, чтобы один был урожай, чтобы мы получили деньги. Потому что пока, как вы видите, вообще какой-то жестяк жестячный. Вот. Надо как-то выруливать из этой ситуации. Ну, Бенедикт, видите, довольный собой, наконец-то подоил корову. А Хлоя, конечно, вообще в шоке, типа, что вообще здесь происходит? А у нас же еще скоро, блин, зима, точно! Зима-то скоро! Да, старый мем, он для нас актуален максимально, потому что, блин, когда будет зима, не будет у нас урожая. У нас будет... Что у нас будет? Нам надо как-то только живностью обходиться, то есть нам нужно увеличить ее количество. Но как? И нужно как-то запастись овощами или деньгами или чем. Ну, овощами в любом случае надо запасаться, чтобы не покупать их. Какой смысл их выращивать и потом покупать овощи? То есть нужно как-то это рассчитать, а зима скоро. Это, в общем, пока мой мозг не справляется с таким количеством информации, надо какой-то план придумать. Я пока не знаю, какой. В общем, давайте встретимся в следующей серии, посмотрим, как я разрулила эту ситуацию. Я надеюсь, немножко хотя бы разрулю. Я в себя верю. Я пытаюсь себя поддержать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих серий. Пока-пока.